Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Милане вскружила нам голову разнообразием трендов. Замысловатых, красочных, ярких. На фоне всей этой пестроты новая коллекция дома Tod's весна-лето 2024 смотрелась более сдержанно, достаточно функционально и строго, но абсолютно непросто. Креативный директор именитого итальянского бренда Уолтер Кьяпони представил на подиуме модную линейку, которая оказалась кульминацией творческой работы дизайнера на руководящем посту Tod's и одновременно его заключительным финальным аккордом. Сегодня в статусе ведущего дизайнера этого дома Уолтер провел свой последний показ и нынче уже приглашен в компанию Блюмари. Однако данный факт никак не помешал Кьяпони в создании восхитительных образов коллекции на теплый сезон, где крой, качество ткани, изделия из кожи и непосредственно сам пошив безупречны, где основное внимание традиционно уделено работе с материалами и мастерству, вложенному в каждый предмет одежды, в каждый аксессуар, где характер и настроение стильного лука задают не украшательства, а чистые линии, формы и цвет. Самого главного глазами не увидишь. Известную многим фразу из сказки Сент-Экзюпери «Маленький принц» дизайнер назвал своей вдохновляющей мантрой. При этом, как утверждает Кьяпони, в новой коллекции нет ничего чрезмерно продуманного, скрытного. Скорее, что-то более эмоциональное и спонтанное, но без лишних отвлекающих факторов. В модном творчестве он поставил задачу о превращении привычного в нечто изысканное, элегантное, с дорогими материалами и отсутствием какого-либо декоративного шума. Ведь именно так на выходе получается то, что сейчас называют «тихая роскошь» по-итальянски. Здесь традиционно на первом плане остаются функциональность, минимализм и высокое портновское искусство. При просмотре видеоряда, друзья, я отметила несколько интересных моментов, идей по стилизации, небанальных решений в конструкции некоторых предметов модного гардероба под маркой Tod's. Многое, на мой взгляд, можно смело добавить в наш аутфит на весну. К примеру, классический жилет, который смотрится очень чувственно на фоне обнаженного тела. В комбинации со строгим жакетом получается более официальный деловой лук, а в дуэте с укороченной курткой-рубашкой образ повседневный, практичный. В качестве низа отличным вариантом послужит юбка в складку. На первый взгляд вроде бы консервативно, но совершенно незаурядно. Ведь та же юбка может вдруг оказаться из двух разных по цвету половинок. Простая рубашка либо платье порой словно надеты задом наперед. Обычная футболка обзавелась рукавами кимоно, а двубортный тренч сменил привычный крой на асимметричное крепление на одну пуговицу. В общем, здесь многое создано дизайнером так, чтобы воплотить основную идею Уолтера Кьяпони. Ничто не является тем, чем кажется. Что еще мне бы хотелось сегодня отметить? Это приятная цветовая гамма новой коллекции. Взяв старт с элегантного черного, светлого сливочного и нежного голубого, линейка модных образов была в меру разбавлена бежевым, хаки, синим, табачным, деликатным бледно-розовым, и как яркий акцент в ней появились амбициозный терракотовый и динамичный неоновый лайм. Конечно, характер и атмосферу на подиуме часто задают аксессуары. Сегодня в лидерах широкий кожаный пояс со специальными кармашками и карабином, к которому можно пристегнуть перчатки. Из обуви назову лаконичные мюли, плетеные кожаные сандалии, туфли с округлым мысом на невысоком каблуке и новую версию на низком ходу и с открытой пяткой. Если я что-то упустила, то вы, мои дорогие зрители, обязательно подскажите в своих комментариях. Надеюсь на поставленный вами лайк и подписку. Приятного просмотра, здоровья и красоты! Всем позитива, хорошего дня и солнечного настроения!